Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. Знаки судьбы. Лето 2025. И давайте с вами узнаем, какие же судьбоносные события вас ожидают в ближайшее будущее. Или, как мы говорим, что по судьбе. И, возможно, это будет новость или какая-то информация, решение конкретного человека или ваши, мои дорогие, решения по той или иной ситуации, которая изменит вашу жизнь. А кто знает, может быть, и изменит вас самих. И мы не задаем вопросы картам. У нас сегодня две колоды. Мы просто достанем 6 карт из колоды Таро ангелов, ангелов-хранителей. А после, если это необходимо, достанем дополнительные карты. На колоде 78 дверей. Это метафорические карты, которые больше действия показывают или какую-то активность. И я не останавливаюсь на планетарных транзитах. Оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите на мой сайт, кому интересно, кто ищет подсказки. У меня там астрологический прогноз на июнь и до конца 2025 года. Перейдите, прочитайте. И я думаю, подсказок будет больше. Итак, знаки судьбы. Лето 2025. Что же вам по судьбе? Как все обернется, возможно? Давайте узнаем. Первый знак судьбы на лето. Второй. Что по судьбе? События ближайшего будущего. Все же это уже на пороге. На пороге каких событий вы стоите, можно сказать и так. Что нужно принять во внимание, возможно, и не упустить. Давайте будем смотреть. Итак, первая карта, с чем это связано? Ну, наверное, с одной стороны, все же у нас лето, где-то и отдых. Четверка мечей. Приведи и мысли, ну, может быть, и телу дай отдых. Мысли в порядок имеется в виду. Мы складываем оружие по этой карте, и так на карте прописана буквально медитация. Мы восстанавливаем силы. Может быть, есть смысл обдумать какой-то вопрос, но явно не стоит куда-то торопиться. Давайте мы сразу дополним, чего это касается. Может быть, тема или сфера жизни нам будет подсказана на колоде 78 дверей. И напомню, принципиальное значение имеют двери, открыты, закрыты или каковы ключи. Как открыть эту дверь? Чего же это, с чем связано? А вот с деньгами, смотрите. И ведь и правда, в соединении вот эти карты, с одной стороны, говорят о разумных тратах, может быть и так, может быть о том, что деньги сейчас у вас на первом месте, какая-то финансовая составляющая, может быть деньги у нас уже один из способов взаимодействия с миром, удачный период для того, чтобы заработать деньги, безусловно. Но по шестерке пентаклей мы должны еще и разумно тратить. Здесь как какой-то сюрприз, мои дорогие, нам показан. Двери открываете вы сами, на что вы согласитесь участвовать, к примеру. Или откуда к вам приходят деньги, какую работу вы выберете. А может быть, это будет несколько разных направлений, когда просто придется работать больше. У кого-то проиграется много работы, и где мне найти время отдохнуть? У кого-то вполне вероятно будет что-то подобное. Но, тем не менее, период продуктивный. Это может быть, даже если это отпуск, все равно, значит, ведь иногда трактуется шестерка пентаклей как помощь высших сил. И правда, какая-то персона может быть ключевая, важная в вашей жизни, которая вам либо дельным советом, либо какой-то помощью, может быть и финансовой. Она ее через оказание помогает вам решить тот или иной вопрос. Может быть, вы находитесь дома и улучшаете свое жилье, вполне вероятно. Вроде как и отдыхаю, да, или переключаюсь на какую-то иную сферу деятельности, мою личную. И тоже обустраиваю свою жизнь, делаю более и удобной. Или место, куда я прихожу, допустим, отдыхать, и эти самые мысли приводить в порядок. Но карта обещает, в принципе, какой-то даже финансовый прорыв. Но вы должны с чем-то определиться. Или, может быть, и решиться. И после этого нельзя расслабиться. Шестерка пентаклей нам говорит: контролируй свои финансы. И после, если тебе удается, а по этой карте удается стабилизировать финансовую вашу историю. И даже если есть какая-то финансовая брешь, значит, вы решите этот вопрос. Может быть, у кого-то платежи необходимые, может, у кого-то платежи по кредиту. Но есть
в вашем окружении тот человек, который вам способен прийти на помощь. Или у кого-то оформление недвижимости. Все же, почему я про недвижимость, а здесь у нас пентакли. Все то, что в конечном итоге мы можем свести к финансам, об этом тоже говорит карта. И далее контролировать. И карта нам еще вот о чем говорит. Будь внимателен, если ты хочешь проделать какие-то инвестиции. В данном случае будет очень хорошо инвестировать в себя. Что-то новое изучать. Но тоже определиться. Не просто где-то ну, на эмоциональном решении, а здесь нужно понимать, для чего вам это нужно или какой прогресс из этого может получиться. Но если кто-то просит деньги одолжить, все же эта карта говорит: помни, рука дающего завтра станет рукой просящего. С чем это еще связано? Ну вот правда, деньги сохраняйте, потому что впереди какие-то перемены. Карта трансформации, карта башня. Вам придется где-то, может быть, не раз обдумывать, потому что есть неоднозначная ситуация. И самое главное, тогда карта говорит: не допускай для себя финансового риска. Более того, имейте для себя подушку финансовой безопасности, потому что с учетом, может быть, и внешних каких-то событий, неожиданных, все-таки башня, вы себе можете сказать спасибо, что вот эта заначка, да, она у вас как будто была. И именно по части финансов тут и самому надо перестроиться, потому что могут меняться финансовые системы, системы взаиморасчета, может быть, с вашим работодателем. Или какие-то внезапные траты тоже могут быть, я не исключаю. Давайте достанем итоговую карту. Ну, вы сумеете со всем справиться. Знаете, здесь придется анализировать, работать с информацией. Может быть, и будет очень много контактов с людьми. Храните молчание, не выносите вердикты. Вот если есть какая-то финансовая история или для вас кажется, ну, как-то вот нестабильно у меня сейчас по финансам, вы хотите улучшить, тут, правда, есть варианты, но настройтесь на взаимодействие с миром. Настройтесь на взаимодействие с людьми, причем самыми разными. Где-то будьте благодарны тем, кто вам всегда помогал. Элемент благодарности по всем этим картам имеет, ну, какой-то, как вес, какую-то основу. Потому что мы можем где-то замечтаться или думать, что, ну, вот сейчас с учетом шестерки пентаклей, что у нас что-то получается осуществить. Но вот карта башни говорит, что, может быть, как по отношениям, не разрушить то, что было построено прежде, или даже, я не имею в виду личную жизнь, я имею, ну, хотя у кого-то и личная жизнь может проиграться, но это еще и могут быть контакты по работе, те люди, которые вам оказывали какое-то содействие, поддержку, или вы были с ними на одной волне. Вот это все то, что должно быть продолжено, как будто продолжить нужно, понимаете? Здесь нельзя себя словно обесточить какими-то импульсивными решениями, заявлениями, или, ну, когда мы думаем, что словно уже парадигма нашей жизни изменилась, и теперь уже что-то стабилизировалось. Здесь будут перемены, безусловно. И королева жезлов, она умеет работать с информацией, но это происходит, и, кстати, правильно распорядиться деньгами. Но к ней это умение приходит только после того, когда она множество раз нашла какие-то старые грабли. Почему я и говорю, контакты или ваша большая лояльность или как умение договориться вам может оказать существенную поддержку или просто сохранить какие-то отношения, когда вы можете еще раз обратиться к каким-то людям. Вот есть о чем подумать, это правда. Знаки судьбы. Карта Солнца, мои дорогие. И ведь я должна сказать, что планетарно у вас шикарный период жизни. Я тут не буду доставать дополнительных карт. Это ваше время приходит, мои дорогие львы. Но карта Солнца нам говорит не совсем о коротком периоде в вашей жизни, а это буквально траектория по времени месяцев 6-8. Поэтому определиться, как и с людьми, как и с окружением, куда вы идете, чему вы отдадите предпочтение, чем вы будете заниматься, по поводу денег, откуда к вам приходят деньги, как вы вообще финансовую свою историю видите, свой финансовый баланс. И
мы словно выбираем новое направление. И как раз вот это направление нам говорит об этом карта Солнца. Ты его избери, а потом приготовься к тому, что тебе придется проявлять терпение и настойчивость. Вот как минимум полгода. То есть до конца 2025 и еще с заходом на 26. Вот таковы энергии, знаки судьбы для вас, мои дорогие львы и львицы. Но все-таки эта карта, вот тут прописан конкретно успех. Но он еще включает в себя и энтузиазм, когда предполагается действительно много активности. Но это то, что вам нравится. Но вам придется постоянно что-то анализировать. Может быть, и находить точки взаимодействия даже с теми людьми, которые вам не нравятся, или вы с ними не согласны. Почему я об этом снова говорю? Потому что аркан Солнца – это наше эго тоже. Мы хотим поступить по-своему. И есть тот момент, когда, если мы будем настаивать на своем, мы можем либо прошляпить какую-то возможность, или буквально себя навредить. Не все так однозначно. Нужно понимать, как этим успехом воспользоваться. Не все лежит в той плоскости, как вы именно хотите. А будет что-то и в полутонах, мои дорогие львы и львицы, но для вас открывается время возможностей. Такой знак судьбы. Следующий знак судьбы. Надейся сам на себя, еще один старший аркан, и это у нас отшельник. Это карта независимого человека. И опять нам где-то говорят, отшельник, он на своей волне. И все то, что я говорила по взаимоотношениям, эта карта опять же продолжает. Потому что, к примеру, независимость отшельника, она не строится из доказательств. Она больше строится из того, что человек для себя определил как нечто важное. Отшельника невозможно расстроить, разочаровать, обидеть. Он делает выводы и идет дальше своей дорогой. И его невозможно купить на лесть. Поэтому в связи с этим нет смысла что-то доказывать. Есть только ваш жизненный путь и какое-то взаимодействие с теми людьми, которые с вами, может быть, продолжат этот путь на короткий срок, а с кем-то, может быть, и подольше. Не все люди приходят в нашу жизнь именно надолго, становятся верными спутниками. Вот, наверное, допустите на лето 2025 года, как знак судьбы, некоторые появляются в нашей жизни на короткий период. И значит, они зачем-то вам нужны, а вы нужны им. Выстроить правильное взаимодействие и при этом абсолютно точно надеяться на самого себя. Вот такой знак судьбы или такая задача перед вами. С какой сферой жизни это может быть связано? Давайте мы уточним, достанем карту. Надейся сам на себя и своди к нулю какие-то пустые ожидания. Нам конкретно дверь закрыта. И девушка когда-то давно пришла к этой двери и присела так на порог, в надежде, что дверь откроется. Однако дверь заросла плющом, да и девушка успела состариться. Не время ждать. Время делать выводы и идти дальше. Правда. Время искать взаимодействие. С какой еще сферой жизни? Может быть, время начать правильно работать с информацией, мои дорогие. Время оформлять документы. Время отправлять резюме, к примеру. Время для себя рассматривать новые варианты сотрудничества. Время, для кого это актуально, рассматривать вопросы по переезду. Изучать, да, вот ту местность, куда вы собираетесь переезжать. Но семерка пентаклей, она не говорит о скорости, как и, кстати, аркан отшельник. Отшельник не стоит на месте, он идет. Но он идет медленно, ведь это карта мудреца. Какие-то очень мудрые решения, продуманные, расчетливые, где-то не без этого. Но опять же контакты, нам девушка показана, двери открыты, открываете опять же вы. И она как почтового голубя отправляет, это опять же работа с информацией. Информация вам дает, как знаете, больший кругозор, большее видение. И это совершенно необходимо. Как и, может быть, отказаться от какого-то пустого ожидания, от пустых надежд. Начать действовать, причем так аккуратно, изучать какой-то вопрос, может быть и конкретно обучаться чему-то новому. По отшельнику я такое могу вполне допустить, потому что
что-то новое вас может заинтересовать, увлечь. И тогда этому следует уделить внимание. И, скорее всего, из этого что-то получится совершенно восхитительное. Туз кубков, то, что вас наполнит радостью, или вот само по себе чувство наполненности, нашей ресурсности, когда и больше жизненных сил, больше и уверенности. Но, безусловно, это карта радости. И у кого-то из вас, может быть, когда вы будете продумывать новый способ даже заработка, да, или как искать свое место под солнцем, мои дорогие, но в каком-то другом формате. И рассмотрите все варианты, потому что обязательно есть тот, который для вас и будет означать новое качество жизни. Здесь у кого-то вот эта многозадачность, да, или работа с информацией, или, как вы видите, какой-то свой проект, может быть, и творческий, или вы продолжаете работать в организации, например, но вас уже заинтересовали какие-то новые технологии или новое какое-то направление. И не отмахивайтесь от этого, уделите внимание. И сейчас это тот период с июля до ноября, когда планета Уран войдет в знак зодиака Близнецы, и это связано с новыми технологиями, с новыми типом и возможностями по коммуникациям, перемещениям, может быть и поездкам. Ну, у кого-то тут проиграется, как и переезд, у кого-то работа с командировками, у кого-то по работе просто много дорог, такое тоже могу предположить. Но встречайте все новое, что приходит на ваш порог, как и предложения, как и возможности. И сами как будто тоже что-то изучайте, будьте открыты миру, потому что вот этот Уран в Близнецах, а Уран мы знаем, он дробит. Я к чему веду речь? Рассмотрите для себя, может быть, как вторичный доход или какой-то новый способ заработка. А у кого-то это может проиграться в отношениях, когда есть возможность завершить ваше одиночество. И это я тоже допускаю. Все же старший аркан, мои дорогие, выход может быть из какого-то отшельничества. Завершается вот эта пауза, когда вы долгое время ждали, когда откликнется человек. И человек не откликнулся, и история давно закончилась. Но я тут вижу, есть новый вариант отношений. Может быть, начинается вот он так невзначай и медленно развивается. Ну, тогда тоже не отказывайтесь. Куда-то не торопитесь. Все-таки по семерке Пентаклей нам иногда говорят, что не спеши. Тогда ты правильные выводы сделаешь. Или дай ситуации развиться по максимуму, самой по себе. И тогда ты будешь более целостную картину видеть. Ну, значит, и правильные выводы будут, и правильные решения. В конечном итоге это и будет означать радость, счастье. Вот это туз кубков. Следующий знак судьбы. Где-то будет и пауза. И когда она произойдет, вам нужно будет или что-то станет, да, на паузу. Может, это касается любой сферы жизни. Вот это про переостановка. Если происходит для вас летом, знайте, вам нужно некоторые вещи увидеть словно вновь с другого ракурса. Иными словами, вот это солнце вам придется заново удерживать. Ведь тоже где-то четверка мечей – это у нас пауза, по сути так. Или какая-то остановка. Может, вам придется проявлять альтруизм в каком-то вопросе или переключаться на решение каких-то иных тем. Давайте уточним, с чем это связано или с какой сферой жизни. Да, вам тут надо действовать совершенно по-другому. Десятка жезлов. Какая-то ситуация достигает пика, и она не может продолжаться дальше. Нам не говорят, чего это будет касаться. Мы можем только приблизительно по десятке жезлов. Мы часто говорим карта усталости, а жезлы – это дела, работа, бизнес и опять же деньги. И мы не можем двигаться дальше именно в том ритме, в том качестве или в какой-то заданной траектории. Нам человек показан, уперся буквально в стеклянную дверь. Он ее толкает, пытаясь открыть, стучит в нее, призывая окружающих обратить на себя внимание. Но все проходят мимо, все такие хмурые, какие-то унылые, все на своей волне, заняты своими вопросами. И только одна девочка, ребенок, ей любопытно, почему взрослый человек бьется буквально в эту дверь, но она не собирается ему помогать. Руки сложены за спиной, и у них одинаковые костюмы.
шутовские костюмы. Мы можем что-то делать совершенно неправильно, и нас словно высшие силы могут останавливать. Останавливать, давая время нам подумать, что-то переделать, переиграть. Здесь будет не просто, знаете, как вот неправильные наши действия. Нет, здесь эта остановка может означать еще и смену направления. Почему девочка, ребенок? Здесь может быть какой-то ключевой момент, когда вы не можете, предположим, что-то совершить. Словно судьба вам закрывает куда-то ход. А для вас открывается возможность осуществить свою мечту. Здесь может быть какой-то парадокс. И для этого судьба дает вам паузу. И, кстати, по дверям. Дверь открывается в другую сторону. А человек пытается ее, словно толкая, проломить. А ее нужно просто аккуратно потянуть на себя. Примите это во внимание, примите это к сведению. С чем это еще связано? Договариваться опять же придется. Вот это время, как песочные часы, как словно без времени, да, вы можете ощущать. Часы остановились, куда мне дальше? А вам все равно каким-то договоренностям, мои дорогие, согласованием, может быть, и в высоких инстанциях, может быть, что-то вам придется согласовывать по документам, обновлять некоторые контракты, договоры, и причем это делать с позиции закона. Вам придется договариваться действительно даже с теми людьми, которые, может быть, не вызывают у вас неприятных эмоций, ни оптимизма. И вот наше эго, опять же, нам говорят, лев про образ эго, и оно рвется наружу. И нам говорят, всегда с нашим эго сопутствует определение эмоций. Так вот, эмоции рвутся наружу, а карта говорит, держи их на коротком поводке. В данном случае дверь закрыта. Но энергия этой карты, как карты мага, и не случайно вверху двери лемниската. А лев нам будет говорить, это как страж дверей, дверь откроется только тогда, когда мы сумеем договориться. Дипломатия – это ваше все, мои дорогие. И от вас не должны чувствовать агрессии. Вот самое главное. Что бы вы ни думали, как бы вы ни относились к какой-то ситуации или к какому-то вопросу, но сами по себе эмоции могут помешать. А если вы правильно, грамотно их так в себе причешете, для вас нет ничего невозможного. Знаки судьбы, пятая карта. Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли. Хотя больше нам говорят об архетипе этой карты. И вполне вероятно, может быть, этот архетип нужно примерить вам на себя. Это карта надежного человека, это карта, который сделал сам себя. Королева Пентаклей мастер из хаоса создать благополучие, или это благополучие буквально с нуля. Творческие проекты для нее очень важны. То, что мы говорим сделать сказку былью, это по ее части. То, что зарождается в ментальности или путем медитации, то, что она для себя определила, продумала. Она не ждет, как манны с неба, каких-то более подходящих возможностей. Она действует. Причем она готова корректировать свои планы в связи с той обстановкой, в которой она находится. И она настроена на то, что у меня есть цель, и я преодолею все те преграды, которые становятся на моем пути. Где-то договариваться и много работать. Но эта карта еще доброго человека, практика и уверенности в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем. Но если мы говорим про гороскоп, у кого-то это как знаки Земли, Телец, Дева, Козерог, или человек, может быть, имеет там асцендент. Вот смотрите, у вас переворачиваются, как будто это карта харизматичного лидера, это может быть и как ваши эмоции, может быть, это и как желание, может быть, это какие-то контакты с человеком по работе, вполне вероятно. Но имейте в виду, если по работе вот этот лидер, он способен вдохновлять, он вам может четко сказать, что вам делать, как вам действовать, да, но делать он за вас это не будет. Работать придется самому. А если мы где-то ждем, что вот от какого-то человека, что он включится в тот или иной вопрос. Нет, не ждите. Двери открыты для вас. И вот какие-то, само по себе как ожидание, оно для вас, скорее всего, должно
не состояться, я даже вот так скажу. Иначе мы, как знаете, нарушаем ту плоскость, в которой мы находимся. Почему? Человек смотрит в телевизор, он не видит реальной жизни, он в темной комнате, он лишь переживает судьбы тех героев, которые ему транслируют по телевизору, или он переживает те события, которые слышит в новостях, а реальной жизни он и не видит, и не знает фактически. С чем это может быть связано? Но это как подсказка. Вам тут, правда, нужно принимать будет решение. И причем, может быть, это будет касаться, когда вам придется переключиться на какой-то проект, который от начала до конца вам придется проделать самим. И еще и договариваться, и увидеть реалии жизни под каким-то совершенно другим углом, с позиции практики. Тут действительно будет зависеть что-то от вас. Если мы говорим, двери открытые или закрытые, у королевы Пентаклей или королевы Земли вообще нет дверей. Для нее подвластно все. Она готова. И нам такая женщина тут изображена, которая уверенная в себе, потому что она знает, ну да, жизнь наша, она больше состоит из того или из тех возможностей, которые мы сами увидим, когда мы настроены на свою какую-то активность, на деяние, будем говорить, или действие. И вот опять же действие. Дверь как будто горит. И мы смотрим со стороны и понимаем, что хочется сказать этой девушке: прыгай, чего ты там ждешь? Уже огонь подбирается ко второму этажу. А ей страшно. Она так не делала никогда. Вот у вас действительно может быть какая-то ситуация, это как знак судьбы, что вам нужно действовать совершенно по-другому. И я могу даже предположить, прелюдия, вот по первой карте, то, что мы разобрали, прелюдия к тому вопросу, который каким-то образом будет продолжаться. Соедините вот эти два ряда. Может быть, это где-то и в предыдущих картах, и вы понимаете, чего может касаться или о чем идет речь. Но совершить что-то то, чем вы раньше не занимались, или себя перестроить на какой-то новый лад. Да, страх сковывает, есть такое, и искажает реальность. Но мы, опять же, если смотрим, нужно как-то объективно вам будет посмотреть на какой-то вопрос и, наверное, все-таки действовать. И мы, глядя на эту карту, понимаем, ну хорошо, шишек набила, синяков набила, ну ногу подвернула. Ну не такой высокий этот второй этаж. Так и дело не какое-то невыполнимое или проект. Будет все зависеть от вашей решимости где-то, от вашего решения и насколько вы готовы какой-то путь пройти в одиночку. Может быть, это по части каких-то новых форм заработка. Вот я могу такое предположить. А с учетом, посмотрите, какая очень добрая карта, которая говорит, нет ничего невозможного. Это карта реализации, это карта уже и праздника, это какие-то соглашения, может быть, переезд куда-то очень далеко, а для кого-то работа в интернете или изучение, может быть, новых технологий, цифровых технологий, освоение искусственного интеллекта, нейросетей, пространство, вселенная, эфир, интернет, вот все, что с этим связано. Или вы учите языки. Может быть, вам необходимо это для работы или для каких-то ваших новых проектов, какие-то новые. У вас возможности приходят, но, может быть, эти возможности вы должны сами увидеть после того пройденного пути вот по этим двум рядам. Здесь какие-то ваши новые действия, мои дорогие. Посмотрите, карта силы и вот эта пятерка кубков. Как будто прыгай, да, или поступай так, продуманно поступай. Будь готов к неожиданностям, но тем не менее, какие-то действия первые вы должны осуществить, надеясь на самого себя. И это через опыт вам открывает совершенно новые возможности. Хочу прояснить, с чем это связано. Или какой сферы жизни это может касаться. Опять нам про договоренности. Практически красной нитью нам проходят через весь расклад знаки судьбы, как ваше счастье, ваше солнце, ваша радость, вот качество жизни зависит, мои дорогие, от того, как вы сумеете договориться. Это синхронные ныряльщики у нас изображены на карте, и это двойка пентаклей. И дверь, которая должна открыться, и она откроется от синхронности, от согласованности, от взаимопонимания, от того, как вы умеете
смотреть в одном направлении даже с теми людьми, которые, может быть, на 100% не совпадают с вашими взглядами или имеют свои какие-то постулаты по части жизни. Мы все разные, мы не должны менять под себя людей или кого-то воспитывать. Но опять же, от того, как мы сумеем договориться, будет зависеть, как откроются некоторые двери. Мне нечего добавить, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я буду благодарна вашим комментариям. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.